Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня будем готовить очень знаменитые, я бы даже сказал, наверное, самые знаменитые рыбные консервы, которые у нас были в советское время. Килька в томатном соусе. Значит, об этих консервах я много что могу рассказать. Банка стоила, вот как сейчас помню, 33 копейки. А почему я до сих пор так хорошо помню цену? У меня так получилось, после школы я пошел работать в один научно-исследовательский институт, там работал в макетном цеху. Да, в общем, мне было тогда всего 17 лет, был зеленый. И на обед ребята там работали все намного старше меня, по 30, по 40 лет. Из-за того, что я был самым младшим, меня всегда гоняли за обедом. То есть что-то я должен был покупать. И вот очень часто в нашем рационе вот в обед мы покупали именно вот эту кильку в томатном соусе. Вернее, она называлась килька в томате просто, не в томатном соусе. 33 копейки, как сейчас помню. Покупали, конечно, не только кильку. Там еще не менее знаменитые супы были такие в пакетах со звездочками, вермишелевые супы. Ну, килька очень часто была на нашем столе. Так что вот такие у меня о этой кильке воспоминания. Веселые, можно сказать. Но килька действительно была вкусная, ребята. Она дешевая и при всем при этом вкусная. Очень вкусная рыбная консерва была. Ловили ее на Каспии в то время очень много. У нас был целый рыбный флот, мы его называли килькафлот. То есть целый флот судов, рыболовецких судов. Это были сейнеры, наверное, я не особо в этом разбираюсь. Которые выходили вот специально на вылов кильки. Ловили ее не сетями, а такими специальными рыбными насосами. Погружали насос там на определенную глубину в море. И вот в местах, где эта килька паслась, ее вытягивали там, не знаю, сотнями, тысячами тонн. И вот так полсоюза кормили вот этой самой килькой. Здесь около 3 килограмм. А у меня вот таких 10 баночек. Они, по-моему, 300-граммовые. То есть примерно должно хватить. Примерно я так рассчитал правильно. Сейчас мы пойдем эту килечку хорошенько помоем и будем работать дальше. Друзья, а теперь нашу килечку мы должны вкусно обжарить. Обжарим мы ее в муке. Вот так. Теперь, друзья, нальем подсолнечного масла на раскаленную сковороду, обязательно на раскаленную. Друзья, теперь рыбку нашу раскидываю. Постарайтесь, чтобы это был один слой, чтобы она обжарилась красиво, получила корочку с обеих сторон. То есть, если это нужно жарить несколькими партиями, не жалейте время. Так будет лучше намного. Вторую партию я вот так солнышком собрал, друзья. Как вам? Так симпатичнее смотрится. Друзья, аккуратно стараемся рыбку не повреждать. Перекладываем сюда. Вот баночки. Только со стерилизацией, друзья. Хорошенько прокипятил. Ну а теперь, друзья, вот так все сидим и укладываем по баночкам. Кладем аккуратно и чтобы не слишком плотно было, друзья. Потому что между рыбкой у нас везде будет наш томат. На заводе, конечно, рыбку в банки так не укладывают, друзья. Кладут как попало, навалом. Я видел на видео. Но мы делаем для себя,
Так что делаем аккуратно. Друзья, а теперь мы должны подготовить сам томат. То есть то, чем мы будем нашу рыбку, наши баночки заливать. Это у нас идет обычный томатный сок, купленный в обычном магазине. Значит, также мы сюда добавляем томатную пасту. Это чтобы более насыщенный вкус был, более такой кислый. Теперь, друзья, мы добавим сюда всякие вкусные специи. В первую очередь пойдет черный перец. Я все делаю на глаз примерно. Обязательно кориандр, но в этот раз он уже молотый. Теперь кориандр вот так горошком. Это чтобы в каждую баночку там пару штук попало, да? Я очень люблю, вот когда на зубок попадается, очень приятно. И то же самое черный перец горошком. Тоже в баночку по одной-две штучки попадет, достаточно. А, соль. Как же я забыл про соль. Кстати, вы обратили внимание, друзья, я рыбу совсем не солил. Поэтому вот этот соус, вот этот томат, он у нас должен быть довольно-таки сильно соленый. Значит, вот это все мы перемешиваем. Это у нас должно быть очень вкусно. Чтобы, соответственно, рыбку нашу покрывал вот такой вкусный томатный соус. Опа! Друзья, сейчас вот этот наш соус, вкуснейший, кстати, мы должны поварить. Полчаса он должен у нас покипеть хорошенько. Сейчас поставлю. Так, вливаем его сюда, в мой котелок. И, как я уже говорил, где-то полчаса дадим ему покипеть. Посмотрим, как здесь наш томат. Ага, вот он вот кипит. Отлично, друзья. Все. Прошло полчаса. Он хорошенько поварился. Все вот эти пряности, они еще лучше, они впитались вот в этот соус. Уже можно его использовать. Пошли. Друзья, теперь вот еще раз размешаю этот томатик. И его вот так в горячем виде заливаем в наши баночки. Ну все, друзья, баночки можно вот так закрывать. Раз. Два. И это 8. А это, друзья, это так называемый афганский казан. Но у нас он выступит сегодня в роли автоклава. Это я догадался буквально на днях, что из него можно сделать автоклав. Но вчера открыл интернет, посмотрел. Оказывается, мужики давно уже додумались и делают вот такие. И используют, вернее, вот этот афганский казан в роли
автоклав. Друзья, к сожалению, поместилось всего 6 банок. Сейчас мы зальем сюда водичку и ставим этот афганский казан-автоклав на огонь. Пошли на огонь. Оба. Так, клапана вроде работают. Для крупной рыбы после закипания, говорят, советуют держать где-то часа полтора. Для такой мелкой рыбы минут 50, час максимум. То есть минут, я думаю, 50 действительно хватит. Так, друзья, пока это вареная картошка, но я хочу сделать из нее пюре. Мне кажется, пюре к кильке как-то больше подойдет. Сливочное масло. Это, как говорится, обязаловка. Стакан молока. Жирного, 6%, друзья. Посолю. Ну и помнем. Пюре как-никак. Все, друзья, пюрешка готова. Ну что, друзья, посмотрим, как там наша килечка поживает. Уже все остыло, тепленькое. Так, первое. И 6. Все, друзья. Так, посмотрим, что там у нас. Друзья, они сейчас теплые. Вот как у нас выглядит сверху. Если честно, консервы, конечно, так не едят, друзья. Теплыми их не едят. То есть нужно обязательно, чтобы они остыли хорошенько. А желательно, чтобы вообще отстоялись чуть ли не неделю. Потом они уже приобретают вот настоящий вкус консерв. Сейчас это, скорее всего, будет больше похоже на тушеную рыбку в помидорном соку, что-то такое. Ну, тем не менее, очень хочется уже попробовать. Давайте разговор отложим в сторону. Пробую. Друзья, очень напоминает магазинный по вкусу. Я понятно, что дело не по ГОСТу, ничего. Ну, по-моему, куда-то попал. Потому что очень напоминает вот этот старый вкус. Отлично. Я боялся, что пересолил томат. Я его действительно чуть пересолил. Но из-за того, что рыба была пресная, абсолютно не соленая, вот идеально получилось. Нормально. Положу-ка я себе пюре и продолжу кушать рыбу.
но уже с пюре. Чуть-чуть можно укропчик на пюре. Вообще укроп картошке почему-то очень подходит. Будь то просто вареный или пюре, мне очень нравится. С пюре вообще просто шик. Вот это, он как бы разбавляет, да, вот этот яркий рыбный вкус, тем более с таким томатом. Пюре просто делает картину завершенной. С такой едой, друзья, я знаю, если я не выпью, вы меня не простите. Друзья, сегодня хочу выпить за начинание. Консервы рыбные, вообще любые консервы я первый раз в жизни сделал. И вот, как говорится, все у вас на глазах произошло. Оказалось, все не так сложно, все намного проще. Почему-то я раньше не решался делать консервы. Побаивался, там, ботулизм там, и так далее. Пугают, да, часто. Но я понял, что если вот при такой температуре, вот в афганском казане, там до 130 градусов доходит температура, там наверняка все будет нормально. Так что вот так, первый шаг я уже сделал. Дай бог, буду делать консервы теперь чаще. И не только из кильки. У нас и бычки шикарно подойдут на консервы. И из той же скумбрии можно консервы отлично делать. Так что, друзья, будем готовить консервы. Ваше здоровье! В следующий раз попробую рыбный консерв в масле сделать. Я думаю, это будет еще интереснее. Так что, друзья, не пропускайте наши видео. Смотрите. У нас будут очень интересные рыбные консервы и не только. Спасибо большое вам за просмотр. До новых встреч на нашем канале. До свидания.